Доброго денечка, и в этом видео ты узнаешь, как повышать свои навыки в рисовании, что делать со страхом белого листа и как не бояться критики. Я Виолетта, рассказываю про татуировки, искусство и обучение акварели. Это Виолетта. Сейчас открою вам страшную тайну, но чтобы научиться рисовать, нужно рисовать. Итак, мой первый совет, который поможет достичь тебе быстрее цели стать художником или художницей, рисуй как можно чаще, в зависимости от твоих ресурсов. Дело в том, что рисование – это механический навык, и, честно говоря, для его развития талант не играет большой роли. Об этом я узнала от своих преподавателей, когда училась в институте. Нам нужно было делать по 20-50 набросков ежедневно. И нет, я не рисовала по 50 набросков, но даже рисуя каждый день по 5 минут быстрые скетчи, ты очень себе помогаешь. Мой прогресс в умении рисовать стал супер заметным, учитывая тот факт, что до института я 10 лет училась в школе искусств. Сейчас у меня уже нет столько сил, как в 16-20 лет, рисую я 2-5 раз в неделю, просто стараюсь рисовать чаще, учитывая свои силы. Причем неважно, каким материалом ты рисуешь, карандашом, акварелью, гелевой или шариковой ручкой, маркерами или на планшете. Чтобы у тебя получилось, необходимо тренироваться. Приведу классический пример. Когда ребенок только учится ходить, он не делает это за один день. Он падает, опирается на стенки, держится за руки родителей, падает на попу, потом снова встает и продолжает попытки. И он делает это каждый день, постоянно. Представьте, если ребенок такой: ой, что-то у меня не получилось с первого раза пойти, буду лежать. Всем детям требуется разное время, чтобы пойти. А еще им вначале нужна поддержка или чтобы хотя бы никто не мешал. Художникам тоже нужна поддержка и время в любом начинании. Объектом твоего внимания для набросков может стать кружка из-под чая, спящая кошка, кусочек маминого пирога, цветок на подоконнике. Главное, чтобы тебе было интересно это нарисовать. И рисуя каждый день или через день, ты будешь развивать мелкую моторику, а твой мозг будет создавать новые нейронные связи. И с каждым новым рисунком у тебя обязательно будет получаться лучше и лучше. Постоянное рисование поможет тебе бороться со страхом белого листа, потому что ты перестанешь от каждого своего наброска ожидать шедевр и научишься получать удовольствие от процесса. Лучше рисовать каждый день по 5-10 минут, чем один раз сесть на 3 часа, один раз в месяц, а потом в следующий раз сесть за карандаш только за полгода. Мой второй совет – тренируй насмотренность. Это помогает не уставать от повседневности, вдохновляться, находить идеи, знакомиться с новыми техниками. Насмотренность хорошо развивается в музеях, книгах по искусству, онлайн-музеях, при просмотре фильмов про художников и на Пинтересте. Там тоже достаточно качественных фотографий, репродукций великих старых мастеров и современных художников. Причем не обязательно прямо копировать чужие работы из книг или с фотографий, но ты можешь брать за основу понравившиеся приемы, идеи или темы для рисования и создавать свое. Изучая жизнь и творчество других художников, ты поймешь, что все они сталкивались с теми же проблемами, с которыми сталкиваешься и ты. Многие из них не находили быстрого признания современников, сталкивались с непониманием или насмешками. У кого-то были финансовые проблемы, их родители или сама жизнь будто бы была против их становления художниками, у некоторых были проблемы со здоровьем. Но продолжая рисовать, пробуя разные мотивы, путешествуя, находя новых друзей и поддержку, у них получалось, а значит, получится и у тебя. Мой третий совет – находи единомышленников. Развиваться проще, когда тебя окружают такие же заинтересованные люди. Для осуществления этого совета можно пойти в художественную школу или на курсы по рисованию. Единомышленники уже своим существованием будут тебя мотивировать продолжать рисовать, учиться и не опускать руки. Кстати, у меня есть курс по обучению акварельной живописи, и первый урок бесплатный, после которого я даю тебе обратную связь на консультации и отвечаю на все твои вопросы. Пиши мне в директ инстаграма слово «урок», и я пришлю тебе ссылку на бесплатный урок. Ссылка на мой инстаграм в закрепленном комментарии и вот тут. Занимаясь с единомышленниками, шанс добиться успеха больше, чем рисуя в одиночестве. В компании художников всегда можно попросить совет, поддержку, устроить совместный поход на пленэр или совместный просмотр фильмов про художников с его дальнейшим обсуждением. Причем это могут быть как очные, так и онлайн-группы. Ты всегда можешь попросить у них обратную связь или взгляд со стороны. Это очень помогает не зацикливаться, быстрее двигаться дальше и видеть свой прогресс и изменения. Мой четвертый совет – старайся чаще выкладывать свои работы в социальные сети и участвовать в выставках. Главное, не бойся критики, потому что всем нравится невозможно, и даже величайшие художники с ней сталкивались. Например, первую же выставку импрессионистов вообще высмеивали в прессе и советовали чувственным натурам и беременным женщинам их не посещать. Об импрессионистах я подробнее рассказывала вот в этом своем видео, переходи по подсказке. Вообще критика может быть разной: конструктивная и мотивирующая или деструктивная и разгромная. При конструктивной критике становится понятнее, как улучшить работу и в какую сторону изменить свое видение.
При деструктивной, какая аудитория тебе точно не подходит и с кем лучше не делиться. После деструктивной критики порой хочется все бросить и больше никогда не садиться за рисование. Но помни, что с помощью деструктивной критики обычно самоутверждаются за твой счет не самые успешные осознанные люди, а на таких не стоит тратить свои нервы и силы. Так что делись своими работами и принимай во внимание только конструктивную критику, продолжая совершенствоваться. Что делать? Выкладывай свои работы, ты быстрее найдешь свою аудиторию и сможешь зарабатывать на своем творчестве. И последний, 5-й совет: ищи свой стиль, свою особенность, рисуй с удовольствием. Пробуй разные материалы и темы своих работ. Ты можешь ходить на мастер-классы, чтобы пробовать новые приемы, о которых будут рассказывать преподаватели, или записаться в художественную школу. А если у тебя уже есть любимый материал, то узнавай про него больше, изучай картины успешных мастеров, которые работали в выбранной тобой технике. Самобытность важна, потому что художников много, а твое творчество уникально. Проще искать свой стиль, когда у тебя уже есть какая-то база знаний, ведь понимая основы рисунка, композиции, колористики, ты можешь экспериментировать, искать свое направление и свою фишку. Рисуя с любовью, ты с большим успехом найдешь свою аудиторию, от них будет обратная связь, а от этого твое желание рисовать будет только расти. Надеюсь, этот ролик был тебе интересен. Если так, то ставь лайк и напиши комментарий, было ли тебе что-то полезно. И подписывайся на мой канал, чтобы не пропустить новые видео про искусство, татуировки и обучение акварели. Пока-пока!